чувствуются грибочки. Режьте всегда крупненько. Очень вкусный салат. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим один из самых вкусных салатов. Давайте готовить. Первым делом нам нужно подготовить грибы. Их можно пожарить на сковородке, но я хочу их запечь в духовке. Так они будут вкуснее. У меня шампиньоны. Более крупные грибы я разрежу на 2-3 части. Более мелкие оставлю целыми. Пусть допекаются. Грибы я нарезала, видите, крупные кусочки. Это намного будет вкуснее, чем вы нарежете просто тоненько-тоненько. Они высохнут, никакого вкуса не будет в них. Я не солю, не перчу грибы, просто полью растительным маслом. Все хорошенечко перемешаю и поставлю в духовку 220 градусов на 10-15 минут. Старайтесь разложить их в один ряд. Друзья, пока наши грибочки запекаются, нужно нарезать одну луковицу и обжарить ее. Нарезаю я кубиками, вы можете соломкой нарезать, это не имеет значения. В сковороду я налила растительное масло немного, высыпаю лук сюда. Лук, конечно, вы можете и не обжаривать, но когда обжаренный, он намного вкуснее. Чтобы наш лук был более вкусный, я добавлю маленький кусочек сливочного масла и буквально щепоточку сахара. Так лук, он немного будет карамельный и сливочный по вкусу. Это очень вкусно будет. Попробуйте, друзья, не пожалеете. Так, наш лучок готов. Он слегка изменил цвет, стал сливочный. Все, теперь мы выкладываем его в тарелку, пусть он остынет. Друзья, пока наши грибочки запекаются в духовке и остывает лук, мы займемся курицей. Куриную грудку я отварила заранее, она остыла. Ее можно нарезать кубиками, но я хочу разделить ее на 2-3 части и разделить на волокна. В салате, если на волокна, они будут лучше держать форму. Ну а вы уж можете резать и кубиками на свое усмотрение. Вот так я разделю и на волокна. Можно вилочкой, можно руками. Друзья, наши грибы приготовились. Здесь немного сок есть. И я вот беру прям грибы вместе с соком, буду высыпать сюда в миску. И сделаю заправку. Вот так, все сюда в мисочку. Друзья, пока наши грибы горячие, я их заправлю. Это соевым соусом, перцем черным молотым, чуть-чуть лимонного сока и соль по вкусу. И все хорошенечко мы перемешаем. Грибы впитают соевый соус, будут очень ароматные и вкусные. Осталось нам натереть картофель на крупной терке. Я натру на доску, так удобнее, когда потом будем собирать салат, нежели терку держать прямо над тарелкой. Друзья, салат у нас слоеный. Собирать его будем в кольце на тарелке. Первым слоем идет картофель. Картофель немножечко подсолим и нанесем сеточку майонезную. Вот так. Для удобства я майонез переложила в кондитерский мешок. Так легче наносить сеточку. Ничего не нужно размазывать. Следующим слоем мы выкладываем лук. Я его обжарила, он так вкуснее. Вы можете и сырой, в принципе, лук порезать, но жареный он будет более нежный, мягкий и более вкусный в салате. На лук выкладываем куриное мясо. Также все разравниваем.
Следом наносим майонезную сеточку. Мясо я не подсаливала, я подсолила его, когда отваривала. Дальше мы выкладываем наши грибочки. Они очень ароматные, пропитались соусом. И запеченные намного вкуснее, чем жареные на сковороде. И обязательно делайте, чтобы крупные кусочки были. Не нужно мелкие. Когда крупный кусочек, он чувствуется на зубах, и салат получается более вкусный. Не забываем о майонезной сеточке. Теперь натираем желтки. Я натру их прямо в форме. Вот так сверху. Немножечко сделаем сеточку такую тоненькую, легенькую. Последним слоем нам осталось натереть на крупной терке белки. Также я их натираю сразу в форме. Все разровняем. Верхний слой не нужно ничем смазывать. Воздушные белки так и остаются. Друзья, салат мы собрали в кольце. Теперь я поставлю его в холодильник хотя бы на часик, чтобы он поженился между собой. Так все вкусы объединятся, и салат пропитается, будет очень-очень вкусный. Друзья, вот такой красивый салат у нас получился. Сейчас мы его попробуем. Друзья, я отрезала кусочек. Салат очень аппетитно выглядит. И сейчас попробуем, какой он на вкус. Чувствуются грибочки. Режьте всегда крупненько. Очень вкусный салат. Конечно, постоять ему лучше бы ночь. Но у меня постоял он всего 1 час. Поэтому, если будете готовить, готовьте его с вечера заранее. Друзья, кому понравилось мое видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно поделитесь с другом. Я буду вам очень благодарна. И еще, у меня есть второй канал о моей жизни в Турции, в городе Мерсин. Кому будет интересно, заходите, канал называется «С Верой Мерсини». На сегодня же я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до следующей встречи в новых видео.